Привет! Обычно в подобных сравнениях беспроводных наушников я устраиваю битву как минимум между моделями разных брендов, даже если они по факту условно разные или являются дочерними компаниями, ну или, к примеру, частью большой корпорации. Но многие просили именно такой баттл, вот я и решил, а почему бы и нет. Итак, сегодня в ролике у нас наушники от компании QCY, и мы попытаемся понять, стоит ли переплачивать за модель T11S или же можно обойтись бюджетной 13. Зарядные кейсы обеих пар наушников в моем случае выполнены из белого глянцевого пластика. Он не выглядит и, что самое главное, в руках не ощущается очень дешманским. Хороший такой добротный пластик. Как можно увидеть невооруженным взглядом, форм-факторы футляров совершенно разные. В T11S это классический кейс с вертикальной укладкой, в то время как у 13 модели это пудреница с горизонтальным положением посадочных мест. Извлечение наушников из кейса не доставляет затруднений ни в том, ни в другом случае, но лично мне удобнее это делать в T13. Несмотря на наличие физических кнопок на корпусах обеих моделей, способ подключения устройств к смартфону разный. T11S активируется этой самой кнопкой, и все последующие их подключения происходят по открытию крышки кейса. В QCY T13 для сопряжения наушники надо извлекать, что в первый раз, что во все последующие. Несмотря на внушительный размер корпуса, в 13 модели установлен аккумуляторный блок на 380 мАч, в то время как в 11S корпус меньше и вмещает в себя целых 600. Интерфейс зарядки в обоих случаях Type-C, кабель для этих целей идет в комплекте поставки. На передней стороне каждого кейса расположены индикаторы уровня их заряда. В 13 модели он один и подсвечивается разными цветами в зависимости от состояния. В T11S индикация трехуровневая, каждая лампочка отвечает за отдельный интервал. Помимо всего прочего, оба футляра имеют на борту функцию быстрой зарядки для наушников. 5-10 минут нахождения их внутри смогут обеспечить дополнительные 40-60 минут проигрывания музыки. Сами наушники имеют форм-фактор внутриканальных с ножкой. Комплектные амбушюры эластичные, мягкие и довольно приятные. В обеих моделях они одинаковые и обеспечивают хорошую посадку в ухе. В большинстве случаев менять их тебе не придется. Основная часть корпуса с звуководом в обеих моделях внешне и по размерам похожа, однако строение, положение и длина звукоотводящей трубки у T13 все же немного отличается. Тоже могу сказать и по посадке. Различия в обоих случаях имеются, но незначительные. И тем не менее, как сидят T13 в ушах, мне понравилось больше. Также претерпела изменения и сенсорная область для управления функциями мультимедиа. Как я говорил в своем основном обзоре на 13-ю модель, площадь для тапов стала больше и по ней теперь сложнее промахнуться, а значит управление стало удобнее. Для настройки работы жестов необходимо установить фирменную программу QCY, ничего здесь не поменялось. Функции и жесты для моделей абсолютно одинаковые. Перенастроить под себя можно двойные и тройные тапы. Здесь доступны play-пауза, переключение треков, управление громкостью и вызов ассистента. Но по-хорошему перемотку треков смысла выбирать из этого перечня я не вижу, так как данная опция зашита по умолчанию на удержание пальца на сенсоре в течение 2 секунд. Одной из весомых конструктивных особенностей и преимуществ T11S является наличие датчиков автопаузы. У QCY T13 их нет. Обе модели наушников имеют на борту встроенный игровой режим, который доступен в настройках по умолчанию и зашит на тройной тап по правому наушнику. При его активации задержка в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile становится меньше, чем в обычном режиме проигрывания музыки, и в моем случае колеблется в интервале от 160 до 200 миллисекунд. Как ты справедливо можешь заметить, прошло уже больше половины ролика, и со стороны может показаться, что отличий в наушниках почти нет, кроме визуальных, которые в свою очередь весьма незначительны. И разумеется возникает резонный вопрос, так за что же такая переплата почти в 2 раза? И вот мы с тобой плавно подошли к самому основному, к звучанию. В QCY T11S за звук отвечает тандем из одного арматурного и одного динамического излучателей. Плюсом ко всему за передачу этого самого звука отвечает аудиокодек aptX Adaptive. В T13 схема гораздо проще, там стоит один динамический драйвер на 7,2 мм и передача звука осуществляется посредством аудиокодека AEC. В основном именно из-за данного различия мы и имеем такую разницу в стоимости. Звучание в наушниках прилично отличается, в принципе иначе и быть не должно. Решение с гибридной системой и чипом от Qualcomm себя оправдало на все 100%. Шикарнейшая детализация, объем и глубина звука в QCY T11S просто не смогут оставить тебя равнодушным. По качеству воспроизведения эти наушники могут с легкостью поконкурировать с более дорогими моделями известных брендов. К примеру, по звуку они запросто уделывают недавние Vivo TVS
TVS 2 с тем же aptX Adaptive на борту. И это еще одно доказательство того, что зачастую кодек решает в меньшей степени. Самое главное — это конструкция и аппаратная реализация. Но при всем при этом звучание в Т-13 при их менее навороченной начинке получилось сделать очень даже годным. Я даже не назову тебе аналогов из этой ценовой категории, что смогли бы составить им должную конкуренцию. Самыми ближайшими, наверное, будут небезызвестные Halo GT3, но по уровню максимальной громкости и, что характерно по параметру автономности, они все же проиграют. Вообще, автономность — это еще один огромный плюс наушников QCY T13. 5 часов и 35 минут на одном заряде и на максимальной громкости они у меня отыграли, в то время как T11S остановились на отметке в 3 часа и 58 минут. И это учитывая, что запаса по громкости у обеих моделей просто предостаточно. Что же касается использования наушников в качестве гарнитуры для телефонных разговоров, то по этой части у моделей примерный паритет. Лично я на свой слух сильной разницы не уловил. Сейчас я предлагаю тебе послушать пару тестов для сравнения. Если же тебе захочется услышать полные версии, то они есть в отдельных обзорах. Проверяем работу микрофонов в наушниках QCY T11S. Вот такая вот сейчас стоит прекрасная погода, летняя погода. Ветра практически на улице нет, я на дачном участке сейчас нахожусь. С двух сторон здесь не задувает сейчас ветер в эти наушники и слушаем, как они отрабатывают при таком сценарии использования. Ну и вот так вот ты можешь понять, как тебя будет слушать собеседник. К примеру, зимой, если ты будешь обогреваться в машине на полную и захочешь с кем-то поговорить по вот этим вот наушникам. И здесь у нас получается очень много машин ездит с одной стороны, ну и иногда с другой стороны здесь у нас на дублере тоже проезжает некоторое количество машин. Проверяем работу микрофонов в наушниках QCY T13. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас по традиции открываю окна с двух сторон. Ко мне сюда задувают такие вот порывы ветра, то есть такой некий сквознячок создается, шум от дороги небольшой есть, от проезжающих машин. Ну и, собственно, ты можешь примерно понять, как тебя будет слушать собеседник при таком сценарии использования, когда у тебя будет в салоне, допустим, шуметь сильно там печка, обогрев, да, зимой, и ты будешь с кем-то разговаривать по вот этим вот наушникам. Здесь, кстати, сегодня утром косят траву, поэтому от газонокосилок есть шум, если его слышно, то вот так вот будут работать микрофоны при таком сценарии использования. Машины здесь, конечно же, не ездят, но тем не менее машин здесь очень много. Вот сейчас я даже покажу. Автобусы едут, машины, фуры и прочая всякая история. Собственно, вот так тебя будет слушать собеседник, если ты вдруг с ним захочешь поговорить где-то стоя у МКАДа. Уж не знаю, будет ли такая у тебя ситуация в жизни, но тем не менее вот так это все будет работать. Ну и подводя некий итог, получается, что самым основным и весомым различием в этих моделях является качество их звучания и схема его реализации. Имеет ли смысл переплатить за звук в T11S, лично по моему мнению имеет, но только в том случае, если для тебя это важно. Наушники выдают очень хорошее и детализированное звучание, при этом они не громоздкие и очень удобные в повседневном использовании. T13 модель попроще, но при этом каждую копейку отрабатывает на 200%. Эти наушники можно смело брать людям, кто хочет окунуться в мир ТВС, ведь лучшего варианта с подобными характеристиками на сегодняшний день для дебюта не найти. И я очень надеюсь, что в скором времени появится больше владельцев данных моделей и комментарии обрастут новыми отзывами. Ну а мы с тобой увидимся уже совсем скоро в следующих моих видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.